Всем привет! Сегодня у нас с вами такое интересное, необычное видео. Я нахожусь дома у себя, и раз уж я здесь, то решил отснять контент по местам, где я бегал, прыгал в детстве, но по какой-то причине не умер. Вот, давайте, наверное, будем начинать без лишних слов. Погнали! Значит, сейчас мы находимся с вами на железной дороге, то есть здесь раньше была железная дорога, и, наверное, пожалуй, это первый момент, где я бегал, прыгал, но не умер. Тут гоняли поезда, но не пассажирские, разумеется, а торговики, соответственно, да, перевозили груз. И обычно, что мы с пацанами делали? Ну, понятное дело, что мы цеплялись за поезда. Как же без этого? Причем цеплялись мы где-то вот оттуда, там из самой дальней точки, и ехали очень-очень далеко, туда вот по прямой. Здесь сейчас, как мы видим, поскольку железную дорогу разобрали, то, соответственно, и все заросло. Поэтому тут такие вот интересные коридоры растительные получились. И ехали мы туда достаточно далеко, и потом там отцеплялись в месте, где раньше была горка. Я думаю, тоже дойду до того момента и покажу вам поближе. Вот, в какой-то момент ребят, машинистов, это задолбало, поэтому они уже просто здесь вот, тут был, получается, разводной ключ, да, ну, я не знаю, как он называется, переключатель дорог, потому что дорога была одна прямая, а вторая уходила направо, потому что там направо стоит заводик как раз-таки, в котором доски пилят и так далее. Стоял. Сейчас там уже что-то другое. Вот, котик, здравствуй. Ну и, соответственно, здесь вот пока не останавливались на этой стрелке, чтобы ее переключить, мы уже подходили к ним, они такие: запрыгивайте, и мы в кабине машиниста, да, как говорится, двигались. Вот, это первый момент. Что ж, здесь находится завод, пойдемте туда поближе посмотрим на все это дело. Так, ну вот, это, собственно говоря, у нас уже территория завода. Там вот в той стороне стояла куча машин, заброшенных уже, да, всякие эскаваторы, культиваторы и так далее, где мы по ним ползали. Такая мини-стоянка техники, как из Припяти, словно говоря. Было очень интересно в детстве там гулять. Ну, а здесь у нас были, собственно говоря, точно так же вот пиломатериалы, вот этот вот ангар, где мы ползали. Ну и, собственно говоря, как мы можем заметить, все элементы здесь достаточно опасные, да, для того, чтобы в детстве по ним бегать, прыгать и гулять. Вот на этом ангаре была лестница. Вон она там находится как раз справа. Сейчас я попробую подойти поближе. Сегодня просто рабочий день. Соответственно, люди здесь тоже есть. Поэтому немножечко окунемся в детство и будем уворачиваться от всех. Вот, давайте подойдем поближе к ангару. Вот, с той стороны я уже подползать не буду, потому что там прям все в зарослях. Но суть в том, что вот он, этот заброшенный ангар. Вот там вот лестница наверху находится. И с нее как раз я тогда пытался сползти. То есть вот здесь вот мы забирались на крышу, то есть заходили в здание, по второму этажу выходили туда и забирались на крышу. Ну и вот, в какой-то момент я решаю там спуститься по лестнице со второго этажа, да, там с крыши, и лестница подо мной обрывается. Ну и, соответственно, внизу она втыкается, и, как говорится, смотрю вниз, меня ждут там кирпичи, и вот на та лестница. Я такой: ну ладно, наверное, пойду наверх. Да, это вот один из таких моментов, тоже забавных и веселых из детства. Что касается, получается, вот этих вот досок, бревен и так далее, они, получается, здесь большими палетами же стоят. Вот то, что мы здесь видим сейчас, это вот буквально 2-3 ряда, да. Когда мы здесь играли, они становились еще больше, то есть в 6, в 7 палетов, да, стояло. Соответственно, бегаете тут, играете в догонялки и так далее. И становится весело. Так, давайте спрячемся, чтобы нас не заметили. Там как раз едет машина. Ну и пойдем дальше. Ну вот, собственно говоря, бегали, прыгали по этим палетам. Помню, играли в догонялки. Они же достаточно шаткие. Ну, то есть вот я сейчас вот эту штуку шатаю. Да, даже маленький однотонный ряд, одиночный ряд, он уже шатается. А представляем, да, что было, когда в 5 и в 6 высоту было. Ну и вот, соответственно, они падали. И
Если успел перекувыркнуться и выпрыгнуть, ну, значит, тебе повезло. Как-то так. Давайте пойдем дальше. Машина как раз проехала. Вот, там, в принципе, на заводе можно было бы еще показать пару моментов, но, к сожалению, я прошелся там, и там все заросло, поэтому показывать там уже относительно нечего. То есть все те битумные ямы, через которые мы перепрыгивали, да, и не видели в этом ничего такого. Зимой там катались в этих туннелях на ногах, а-ля на коньках. К сожалению, там теперь уже все, ну, или к счастью, наоборот даже, все засыпали, и, в общем-то, ничего больше не видно, только кусты, растения и так далее. Вот, поэтому давайте пойдем дальше. Ну и, конечно же, всем любимые погреба. Кто не знает, что это такое, это сарайчик, где у тебя выкопана глубокая яма, где хранятся всякие, ну, запасены, да, на зиму картошечка, не картошечка, а там варенье, не варенье и так далее и тому подобное. Вот, и это тоже одно из наших излюбленных мест было. Как мы видим, здесь уже много чего снесено. Вот один новый стоит на протяжении всего этого времени. А так, получается, то, вот, чем мы занимались. Бегали, прыгали по всей вот этой хрени. И эти погреба есть здесь, в этом районе. Но поскольку здесь есть завод, да, в доступности через железную дорогу впереди, и вот оно на тебя уже, то, соответственно, не то чтобы нам было интересно прыгать по всему этому конкретно здесь. Вот. Ну, поэтому мы тоже, собственно говоря, ползали. Сейчас пойдем дальше. С вами покажу еще пару интересных мест, которые тут были. Давайте, наверное, начнем оттуда. Итак, мы с вами прошли чуть-чуть совсем, да, то есть мы шли вот по этой тропинке, и здесь тоже вот были вот эти вот как раз такие погреба. Здесь вот я вижу, кто-то сделал себе горочку, прикольно. Тут, как обычно, на деревьях кто-то висит. Ну, вот тут опять же у нас железная дорога, там у ребят, кстати, шалаш сделан. Ну-ка, давай пойдем посмотрим быстренько. Оба-на. Тут земляничка растет. Так. Вот она, железная дорога. То есть вот они, эти коридоры ветвистые. Как мы видим, очень круто сделано. Так, давайте зайдем сюда. Тут была канава, я помню ее. Охренеть. Только посмотрите, что тут у ребят наделано. Да, когда-то тоже у нас был шалаш свой собственный. Ну вот, это территория завода, как мы видим. Здесь раньше был забор 2-метровый. И когда мы, мелкими пацанами туда забегали, залезали иногда, то вот из того ангара, который там, вы слышите, только звук оттуда доносится, иногда выходил сторож. И иногда он был не очень радостный. Иногда он брал с собой ружье с солью. И вот этот забор, в нем была маленькая дырочка. То есть там была прям маленькая конкретная дырочка, через которую мы обычно пролезали. И ты это делал, типа ты такой вот так вот, оп-оп-оп. Но когда стреляют по тебе солью, ты почему-то ювелирно влетаешь в эту дырочку. Это было забавно. Вот, давайте пойдем дальше. В месте, где вот я показывал, там тоже должны были быть срубы. То есть, что такое сруб, да, это вот из бревен такая штука сделанная, с каркас дома, да, грубо говоря, только из дерева, из бревен полноценных. И получается, там проходили наши детские игры тоже. Это вот здесь вот прям было, то есть тут железная дорога, я на нее сейчас поднимаюсь якобы. Вот. И тут вот стояли 2 сруба. Один побольше, один поменьше. Их сейчас уже здесь нету, я, к сожалению, не могу их показать теперь. Но здесь было очень много интересных событий. Во-первых, начнем с самого первого события. И давайте я, наверное, буду идти по этой аллейке и рассказывать события. Вот. Что было? Получается, на одной стороне сидим я и мой двоюродный брат, старший. У меня есть в руках маленький молоточек. Вы знаете, прям маленький молоточек. То есть это молоток все равно, но маленький достаточно. И на противоположной стороне сидят ребята. Петя, еще там кто-то.
И вот сидим мы, значит, что-то разговариваем. Не понимаю, почему мы сидели по разные стороны, ну, неважно. И в какой-то момент, значит, Петя такой что-то залупается. А я этот молоточек беру, типа, и делаю вид, что я его кидаю. Так, тюк, да, замахиваюсь им. И в какой-то момент я в очередной раз замахиваюсь. Представляем картину, да, перед нами сидят 3 человека. Я в очередной раз делаю замах. Поднимаю голову. Миша оборачивается. А там уже из 3 человек 2 человека сидит. Я смотрю на молоточек на свой и понимаю, что черенок-то в руках у меня, а вот наконечник слетел. Ну и попал он, получается, прямо Пете в голову, блядь. Допизделся, получается. В итоге, пока Миша смотрел туда, пока смотрел обратно, он смотрит обратно, а меня там уже нету. Почему меня там уже нету? Потому что я, осознав того, что произошло, я такой, поддеру дал оттуда и свалил. Ну, там вроде как что-то вопрос как-то решился, но это пофиг уже было. Потому что в детстве всегда такие вопросы решаются легче. Там был еще и второй сруб, помните, да, я говорил? Побольше. Внутри у него был промежуток, где лежали доски, то есть мы там обычно прятались от дождя. Потому что, ну, прикольно, сухо, и, как говорится, место есть, можно сидеть, заниматься своими делами. Вот. В какой-то момент мы с Мишей идем там, гуляем по этому срубу. Я залезаю внутрь, он снаружи что-то делает. В какой-то момент он мне говорит: «Эрик, отойди». А я, чтобы вы понимали, находился как раз под досками. То есть, по идее, мне на голову не должно было ничего упасть. Но что делает Эрик после фразы «отойди»? Эрик отходит. И отходит Эрик как раз поближе к краю сруба, там, где нету досок. Где весь верх открытый. Еще максимально поближе к голосу Миши. Ну, я вышел и сказал: я отошел. В итоге проходит секунда, взмах, в голову. А это, оказывается, Миша решил кинуть чурку в сруб. Ну и я поймал ее своей головой. Погнали там потом до дома. Типа, все нормально, можно гулять дальше. Вот. Это первый момент. Ой, здесь какую-то дорогу сделали, прикольно. Это получается, мы вот как раз прошли с вами от тех срубов и от части пилорамы, которая у нас тут была правее. И вот мы двигаемся дальше. Здесь была насыпь достаточно большая, ну то есть вот как мы по горке сейчас с вами идем, да, железнодорожным путям, то здесь, по идее, тоже должна была быть такая же горка на самом деле. Вот, то, что ее здесь так раскопали, сделали ровную дорогу, это очень удивительно для меня, потому что я такого, ну, не видел. Кажется, говнецо, прикольно, интересно. Вот, здесь тоже проводилось все наше детство. По этой горке мы скатывались вниз зимой, ну и летом тут тоже гоняли. Здесь, давайте тоже, раз уж я начал вести этот монолог, давайте я тоже быстренько здесь покажу, что тут происходило. Здесь тоже мы были, на самом деле. Короче, здесь раньше было озеро. Вот с этой вот части, где мы сейчас находимся, она была выше. То есть она была выше, здесь был участок ниже. И здесь как раз можно было видеть озеро. Тут дальше были всякие вот такие вот отходы деревянные, которые сжигали. Ну и помимо деревянных отходов, раньше, к сожалению, там вот еще вот была небольшая свалка. Мы туда уже не пойдем с вами, не вижу в этом смысла никакого, потому что там все равно ничего нет, уже все заросло. Там была свалка, и, короче, что, мы, конечно же, любили выкидывать, что? Правильно, баллоны вот эти вот пенные в огонек. В какой-то момент я нашел щит. Щитом я называл зеркало переднее, да, у мотоцикла. Такое большое, прикольное. Вот, и с этим зеркалом передним я гоняю. И пока гоняю, мы закидываем все эти пенные баллоны. Они взрываются красиво, все хорошо, но один не взорвался. Я с этим щитом иду только вот так вот. Так, надо проверить. Подхожу такой. Оно передо мной. Я закрываю щитом, то есть мое лицо прикрыто.
Я такой смотрю, вижу баллон там внутри, такой убираю щит от лица. Он у меня лежит где-то вот так вот уже. И я такой голову поворачиваю. Ребят, он не в эту же секунду баллон взрывается. Я слышу удар в щит, поворачиваюсь. А у меня в щите, короче, вот этот вот кусок жестяной от этого баллона просто воткнулся в него. Это вот еще один момент, да, интересный. Причем по траектории он летел вот прямо около шеи, где-то туда. Это было забавно. В детстве это было забавно. Но, как мы видим, опять не умер. В той стороне тоже можно было дойти до озера. Оттуда тоже давайте расскажу забавный момент. Там, соответственно, весной уже, то есть лед такой себе. Мы идем туда и гоняем там, бегаем. В какой-то момент уже все вышли на берег, и остается только один пацан. И он такой идет, кричит нам: пацаны, я там чуть не тутуж, и проваливается по пояс. Ну, мы его вытащили, все окей, круто, классно, хорошо. Уже идем вот по этой тропинке домой, и тут, напоминаю, человек упал по пояс. И тут один из товарищей задает самый гениальный и легендарный вопрос за все это время. Начерпал. Нас тогда разорвало, мы не могли идти тут по этой дороге до дома этого парня, который провалился, идти минут 10. Вот все эти 10 минут и полчаса после этого, смех не прекращался, нельзя было успокоиться. Это, самое гениальное, что можно было спросить в этой ситуации. Что у нас там дальше? Значит, в ту сторону... Так, а что это за извне начинается такое? Давайте сейчас тоже здесь пройдемся, рассказываю еще интересные истории. Здесь, получается, вдоль этой железной дороги у меня была собака Кеша маленькая. И когда мы тут гуляли, он почему-то не сходил сразу же с поезда, да, с рельс. Он зачем-то бежал прямо от поезда. А поезд как бы едет, быстро. И только в последний момент он резко спрыгивал с путей. Вот. Это один из этих моментов. Дальше, значит, что у нас еще было? Смотрите, здесь есть вот такие вот деревья по бокам, да? И у нас была идея, почему бы не построить один из шалашей как раз прямо на дереве. Значит, залезли, мы там делаем, все строим. Потом мы с Мишей решаем спуститься сюда, на железную дорогу выйти. На самом деле сейчас вот здесь вот можете заметить, что уклон совсем небольшой стал, но раньше этот уклон был гораздо сильнее вниз. Вот. Соответственно, то есть вот так вот, если смотреть, вроде небольшое расстояние, но вниз падать еще метров 5. Значит, вот на такой высоте мы строим шалаш себе. Мы с Мишей уже отползли. Остается только Владик там. Мы слышим тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Только поднялись по этой горочке сюда на железную дорогу, чтобы развернуться, посмотреть на него и сказать ему: давай, погнали. И мы слышим такой вот звук листвы и человека, который куда-то вниз летит. Мы поворачиваемся. Ни сучка, да, где была ветка, одна из держащих, ни Владика нету. Почему? Потому что он улетел вниз. Я сейчас уже не пойду туда, но вообще, на самом деле, когда я гулял последний раз здесь, по этой территории, когда она была еще не такой вот, просто без железных, да, вот этих вот рельс, шпал и так далее, но не разравнено вот так вот. Там можно было прямо увидеть характерно на дереве этот самый маленький сучок, который дарит эту волну воспоминаний. Вот. Значит, дальше мы не пойдем с вами, потому что там вот тоже мы можем видеть прекрасно этот коридор, но здесь начинается сериал извне, да? Что ж, сейчас мы узнаем, что у нас будет происходить дальше. Вот, в общем-то, таких мест достаточно много, как мы понимаем, все детство. Это вот завод рядом, это погреба, это какие-то непонятные мусорные свалки, это лес, конечно же, много леса.
Ну, потому что мы живем около леса, да, что логично. И другие интересные развлечения. И все эти интересные развлечения, они так или иначе связаны с тем, что ты должен был получить какие-то травмы, а вообще, скорее всего, умереть в каких-то местах. Потому что, ну, там были такие ямы, которые мы перепрыгивали, просто перепрыгивали. В тапочках, в сандалиях. Вообще было пофиг. Но проблема была в том, что в эту яму, условно, ты кидаешь 8-метровую палку, а она уходит в воду, и потом еще и в битумную часть уходит. И все, и палочка пропадает. Там нет никаких лестниц, там нет ничего. Там можно просто... И все. А мы такие, а что, яма прикольная, давай будем прыгать через нее. База, да? Понимаю. Тут же мы бегали, ловили ящериц, выкапывали личинки майских жуков и так далее и тому подобное. В общем-то, детство прошло достаточно интересно и насыщенно в этом плане. Помимо того, что есть в этой части, вот, да, которую я сейчас показываю вам, тут была башня. С этой башни упал человек. Вам, не знаю, видно, не видно на камере, синяя башня такая, ну вот видно. Да, она сейчас огорожена. Давайте я, кстати, здесь спущусь. Чпонькс, чпонькс. Аллилуйя! Вот, тут уже раньше была болотистая часть. Это у нас ягодка какая-то растет. Калинка, не калинка, что-то такое. Грибочки есть. Сырые ежички есть. Есть нормальные грибочки. О, грибочки я тоже тут любил собирать. Маслят в основном. В основном были маслята. Вот. И ягодки, конечно же, я здесь тоже любил собирать. Значит, возвращаемся к этой башне, да. Водонапорная башня. Сейчас ее облагородили. Но раньше здесь было все достаточно интересно, и с нее пару раз человечек самоубивался. Вот. Это дорога на освещенку, так называемую. Тут мы обычно на лыжах гоняли всегда летом. Ой, летом, говорю, зимой. А летом просто обычно гуляли в этом районе. Тут тоже вот по бокам были всякие болота и так далее. Ну, короче, как я уже говорил, в лесу мы проводили достаточно много времени. Вот, что еще рассказать? Ну да, получается, я, наверное, не буду дальше показывать остальные участки, и так уже видео достаточно длинное. Просто быстренько еще в последние моменты расскажу, что был у нас рядом строящийся магазин Икар, где мы ползали по этой стройке, играли в догонялки, выпрыгивали в окна, падали на кирпичи, на камни, на цемент и так далее. Тоже было забавно и весело. Ползали в старой библиотеке детской. Это двухэтажное деревянное здание, которое вот-вот рухнет. Но, впрочем, если вы смотрите это видео на канале Eric Travel, то вы видите, да, по каким заброшечкам я люблю гонять и сейчас. То есть бегать по заброшкам — это получается штука из детства. Вот. Ну и, собственно говоря, очень-очень-очень-очень насыщенное было детское приключение. Речку переплывали тоже на другой берег. И когда ты уже переплываешь на другой берег, ты просто лежишь на берегу и делаешь так. Потому что, ну, уже все, сил нет. Потому что ты маленький пиздюк, который переплыл большую речку, еще и с насыщенным течением, как говорится. Вот. Ну, а здесь, кстати, была детская деревянная горочка. Сейчас ее здесь уже нет. Возможно, от нее остался какой-нибудь столб один. Но здесь тоже достаточно насыщенно проводилось наше детство. И эта горка была достаточно высокая. И, ну, были тоже интересные несчастные случаи, связанные с этой горкой. Но, тем не менее, они были нелетальные. То есть ты мог размозжить себе голову, еще что-то, но нелетальные случаи. И прежде чем я выйду из леса, да... ну вот, да, кстати, вот эти камушки. Ну, точнее, не камушки, а опоры.
вот тут вот, до макушки стояла горка, с двух сторон катались мы. Вот. Давайте подведу итог. Значит, собственно говоря, что я хочу сказать. Детство было прикольное, насыщенное, интересное. Очень жаль, что я приехал сюда в этот момент, уже сейчас, когда половина из того, что есть, заросло, либо снесено, либо еще что-то. И не могу передать целиком ту атмосферу, которая была в детстве. С другой стороны, для себя, вот гуляя сейчас по этим местам, я все равно разблокировал какие-то воспоминания. И для вас, возможно, да, вы посмотрели видео, если посмотрели, конечно, такие, ну, база какая-то, лесочек и лесочек. А для меня разблокирован ряд воспоминаний, которые греют душу, получается. Потому что это были интересные события с интересными людьми в интересных условиях. И все эти события так или иначе затрагивают тему, а как мы, блядь, выжили. И это очень хорошо. Всем большое спасибо за внимание. Если видео вам все-таки понравилось, то, влепите лайк, пожалуйста, напишите комментарий, расскажите мне о том, как в вашем случае, да, в вашем детстве проходили подобные мероприятия. Самые интересные, да, залайканные. Хочу посмотреть, почитать, очень интересно. Ну и оставайтесь со мной. Впереди будут видео по путешествиям, по заброшкам, по интересным местам. Подписываемся, ставим лайки, улыбаемся. И всем пока!